Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу одну историю о черенках винограда. Это было очень давно. Я заказал черенки винограда у одного очень известного, уважаемого виноградаря Московской области. И он мне прислал по моему заказу несколько сортов черенков винограда. И когда я их получил и вскрыл посылочку, я заметил, что на многих из них есть вот такие вот пятнышки. Вот, смотрите. Я тогда немного огорчился, я подумал, что так быть не должно, и что эти черенки плохо укоренятся, что из них ничего не получится. Но, тем не менее, я никаких претензий высказывать не стал и убрал черенки на хранение. Ну, конечно, опрыскал их для надежности марганцовкой такого достаточно насыщенного красного цвета. Просто из опрыскивателя попрыскал на череночки, убрал их в холодильник, так как их было у меня немного. Ну, обратил внимание, конечно, посмотрел я срезы, обновил. Хоть у меня на тот момент было еще не очень много опыта по укоренению черенков винограда, все-таки некоторые базовые вещи я знал. Я знал, что должна быть вызревшая лоза. Я знал, что черенки винограда не должны быть слишком толстые, толще 10 мм, чтобы они не были жирующими, жирующих лоз срезанные. И у них обязательно должен быть срез такого светло-зеленого фисташкового цвета. Я обновил срезы, все нормально, посмотрел, почки тоже были в хорошем состоянии, но вот эти пятнышки мне не давали, конечно, покоя. Я стал собирать информацию. Ну, спросил, конечно, у виноградаря, почему вот на лозе, не на всех сортах, а вот именно на одном или двух сортах, я уже не помню, вот такие пятнышки. Он мне объяснил, что ничего страшного нет, пугаться не стоит. Это пятна от оидиума или мучнистой росы по-русски. Каждый виноград, каждый виноградник практически летом обязательно поражается этой грибковой болезнью. Виноградари многие проводят обработки. Бывает так, что не всегда успевают, но в этом заболевании ничего страшного нет. Виноград от него не погибает. И на укоренение виноградных черенков вот наличие таких пятнышек на лозе никак не влияет. Конечно, желательно, чтобы их не было. Но если вы этого сильно боитесь, вот таких пятнышек, то, конечно, просто вымочите или опрыскивайте черенки винограда. Вот даю вам такой совет. Самым простым способом их обработайте с помощью марганцовки. И я вас уверяю, что они прекрасно у вас укоренятся. Ну, конечно, если вы их будете правильно хранить, потому что правило хранения черенков винограда, если вы помните, температура должна быть +2, максимум +4 градуса. Не должны они находиться в слишком сыром помещении, в слишком влажном. Пересыхание для них также не очень хорошо. Но, тем не менее, вот самое главное, чтобы температура была в пределах вот этих значений. Хорошо черенки хранятся в холодильнике. И несмотря на вот эти пятнышки, которые остались на лозе после эпидемии, которая ежегодно случается у нас в Московской области, ежегодно мучнистая роса нападает на виноградники, она легко лечится, это заболевание. Если его запустить, оно, конечно, может повредить листья, листовой аппарат, также грозди, поэтому обработки, конечно, нужны, но для лозы никакого вреда мучнистая роса не приносит, оставляет лишь вот такую небольшую пятнистость, которая многих пугает и напрягает. Поэтому, если вдруг вам прислали такие черенки, помните, что страшного в этом ничего нет, они хорошо укореняются. Если бы мучнистая роса была таким страшным заболеванием, которое приводило к тому, чтобы виноград не укоренялся, не размножался черенками, то у нас давно бы не было уже и виноградников, все бы погибло. Но так как природа устроена очень умно,
И бактерии, они не убивают полностью растение, они, конечно, тормозят его рост, развитие, но растения они не убивают, потому что они на нем как бы паразитируют. Им нужно, чтобы растение на следующий год снова проснулось, снова эти бактерии на нем поселились, и так из года в год. Растение, конечно, страдает, но мы, виноградари, ежегодно обрабатываем, делаем профилактические обработки весной, осенью перед укрытием, если виноградник у нас укрывной. Ну и в период вегетации, конечно, делать обработки нужно. Выращивать виноград совсем без обработок практически невозможно. Есть некоторые сорта, которые имеют хороший иммунитет, хорошую устойчивость к болезням, но и они требуют 2-3 обработки в течение сезона для профилактики этих заболеваний, если, конечно, вы хотите получить хороший, богатый урожай винограда. Черенки, на которых были заметны пятнышки на лозе, у меня в конечном итоге, как и говорил мне виноградарь, у которого я их покупал, благополучно укоренились практически на 100%. Ну и сейчас вот вы видите также череночки, на которых присутствуют такие пятнышки. Вот в примерно таком виде я их также и получил когда-то. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.